Особняк Эдварда стоял на холме недалеко от Сиэтла, словно застыл между небом и землей. Его фасад из стекла и бетона отражал серое дождливое небо, превращая дом в холодное зеркало окружающего мира. За коваными воротами город кипел жизнью, машины шумели, люди спешили по делам. А здесь, на холме, царила тишина, такая густая и вязкая, что, казалось, воздух сам боится нарушить покой. Когда-то этот дом звучал смехом. Мэри, мать Эдварда, наполняла его теплом. Ее голос был мягким, успокаивающим, а запах свежей выпечки тянулся по коридорам, словно невидимая нить, соединяющая все комнаты. Дети бегали по лестницам, солнце играло на полированном паркете, и казалось, что счастье навсегда поселилось в этих стенах. Но теперь все изменилось. Эхо детского смеха исчезло, а легкая дрожь в стенах казалась призраком былого тепла. Мэри все чаще сидела у окна, глядя на мокрый сад, где когда-то росли ее любимые розы. Теперь они дичали под дождем, такие же одинокие и забытые, как и сама женщина. Каждое мгновение тишины давило на грудь, словно дом собирался сжать все живое в нем до последней капли тепла. И все это, дом, который когда-то был крепостью семьи, теперь стал хранилищем пустоты. Мэри растила Эдварда одна. С раннего детства он был ее гордостью, ее радостью, ее смыслом. Каждое его достижение казалось победой самой Мэри. Первый день в школе, первые шаги на деловой лестнице, первые крупные сделки в бизнесе – все это она воспринимала как собственное достижение, как доказательство, что ее любовь и забота не прошли напрасно. Но с каждым новым успехом Эдвард все меньше времени проводил дома. Его дни заполнялись переговорами, совещаниями, звонками, письмами. Дом, который когда-то жил смехом и разговорами, постепенно превращался в пустую оболочку. Мэри пыталась занять себя садом, книгами, встречами с подругами, но каждый раз ее взгляд невольно искал сына и находил лишь тишину. Чтобы мать не чувствовала одиночества, Эдвард настоял, чтобы с ней жила его жена, Грейс. Вначале она казалась идеальной, внимательной, улыбчивой, заботливой. Она помогала Мэри с ужином, тихо беседовала о погоде, расставляла свежие цветы на столе. Казалось, что теплая атмосфера, которая исчезла из дома, снова возвращается. Но со временем что-то начало меняться. Улыбки Грейс становились реже, слова холоднее, а взгляды острыми и оценивающими. Она стала избегать Мэри, поручая уход домработницы Хелен. Мэри все чаще оставалась одна, сидела у окна и смотрела на сад, где ее розы дичали, словно отражение ее внутреннего одиночества. Дом, который когда-то был хранилищем семейного тепла, теперь постепенно наполнялся холодом, и каждый его угол казался свидетелем разрыва между матерью и сыном, между прошлым и настоящим. Со временем Хелен, домработница, стала замечать тревожные изменения в поведении Мэри. Еда оставалась нетронутой, лекарства, которые мать Эдварда принимала ежедневно, возвращались на стол. Сначала Хелен списывала это на возрастные капризы, на усталость или слабость, но постепенно тревога усиливалась. Мэри становилась все бледнее, ее движения замедлялись, а голос — тихим и почти незаметным. И вот однажды Хелен случайно заметила странный жест Грейс. Жена Эдварда наклонилась над тарелкой Мэри и незаметно подсыпала что-то в еду. Хелен замерла, сердце сжалось. Она увидела, что то, что казалось заботой, на самом деле было коварством. С каждым днем Мэри чахла, теряя силы и здоровье, а Грейс продолжала изображать заботу перед Эдвардом, который все еще был слишком занят своими делами, чтобы заметить тревожные сигналы. Дом постепенно наполнялся холодом. Свет в комнатах становился тусклым, воздух тяжелым и сыроватым. Казалось, что сама жизнь постепенно покидает стены, которые когда-то хранили тепло и радость.
Каждое утро, проходя мимо кухни, Хелен ловила взгляд Грейс, полон скрытой злобы, и с каждым днем тревога росла, словно буря, готовая вырваться наружу. Однажды Эдвард вернулся домой без предупреждения. Вечер был сырой, теплый свет фонарей города едва пробивался через серое небо, а в особняке царила глухая тишина. Он прошел мимо гостиной и заметил, как слабый свет из кухни вырывает тьму, словно маленький маяк в пустом доме. Именно в этот момент взгляд Эдварда упал на Грейс. Она стояла у стола с тарелкой для Мэри. И тогда он увидел то, что заставило сердце замереть. Грейс незаметно подсыпала что-то в еду ее матери. Ее движения были точны, как у человека, который делает это не впервые. Эдвард почувствовал, как холод пробежал по спине, и все в доме замерло вместе с ним. Мэри сидела в соседней комнате, хрупкая и бледна, словно ее силы уходили с каждым днем. Она даже не подозревала о том, что происходит. Все стало ясно без слов. Жена намеренно причиняла вред его матери. В этот момент Эдвард понял, что весь холод и пустота, которые царили в доме последние месяцы, были не случайностью. Это была злость и коварство, замаскированные под заботу. Эдвард не мог поверить своим глазам, но сомнений больше не оставалось. Он шагнул в кухню, подошел к Грейс и решительно сорвал ее с места. Его голос прозвучал холодно и непреклонно. «Хватит!» Она попыталась что-то возразить, но Эдвард не дал ни слова оправдания. Подбежав к матери, он взял ее за руку и почувствовал, как мало тепла осталось в ее теле. Сердце сжималось от боли, но одновременно появлялась решимость. Он защитит Мэри, и больше никто не причинит ей вреда. Эдвард открыл окно, и в комнату ворвался свежий воздух с запахом дождя и моря. Мэри вдохнула глубоко, впервые за долгое время, словно жизнь возвращалась вместе с каждым вдохом. Грейс была выведена из дома, больше не было места ее коварству здесь. Тишина, которая долго сковывала стены особняка, наконец отпустила. Дом словно вздохнул вместе с ними. Стены наполнились теплом и безопасностью, а в саду, под дождем, дикие розы казались немного живее. Жизнь возвращалась медленно, но верно, а Эдвард понял, что теперь он сможет снова подарить матери то, чего она так долго лишалась — заботу, внимание и покой.